Приготовьтесь к важному разговору о мышлении. Всем привет! Вы на канале Dev Kitchen. С вами Егор, программист с 15-летним стажем, Unity-разработчик и владелец двух подбородков. Передайте привет Вове и начнем нашу занимательную беседу. Недавно у меня на канале вышел ролик про ТРИЗ и системное мышление. И он, скажем так, не взлетел. Прям по-честному. Ролик посмотрело очень мало людей. Некоторые, конечно, его оценили, спасибо, но в целом мимо. И самое интересное, что я совсем не расстроился, потому что это показательный провал. Он подсветил одну очень неприятную проблему. Мы живем в моменте, когда думать неинтересно и, скажем прямо, невыгодно. Буквально. Энергетически, поведенчески, психологически. Просто по всем фронтам. И тут на сцену выходит искусственный интеллект и говорит: а давай я за тебя подумаю. Красота, правда? Почему люди так легко отдают мышление на аутсорс? Я не буду сейчас устраивать красивый мотивационный спич в стиле «развивайся, брат». Но надо честно признать, мышление – это тяжелая работа. Сопоставлять факты – тяжело. Держать в голове противоречия – тяжело. Искать неочевидные связи – тяжело. А заниматься решением проблемы, у которой еще нет готового ответа – это вообще отдельный вид спорта. Мозг – это штука дорогая. Он жрет ресурсы как не в себя, он любит экономить силы, и вообще он не фанат того, чтобы вы каждый день строили новые нейронные дорожки просто ради красоты. Организм любит находиться в ситуации, когда все понятно, знакомо, очевидно, и ему не нужно напрягаться. И вот на этом фоне появляется инструмент, который за секунду дает тебе оформленный ответ, абсолютно уверенно, с абзацами, разбивает по пунктикам все. Красота? То есть миллионы лет эволюция вела нас к существу, которое умеет мыслить, рефлексировать, рассуждать, сравнивать, анализировать, выстраивать какие-то новые модели мира. А мы такие: не-не-не, спасибо, мне лучше, пожалуйста, готовую нервную сетку по подписке. Звучит удобно, но здесь очень большая ловушка. Главная проблема не в самом искусственном интеллекте, а в том, как мы его используем. Важна оговорка. Этот ролик не в жанре «выкиньте нейросети, вернитесь в пещеру и пишите код на камне». Я сам постоянно использую искусственный интеллект. Для рутинных задач, для справок, для структурирования, для оформления какого-то красивого ответа, для какой-то технической возни, на которую не хочется тратить время. И проблема вообще не в самом инструменте. Проблема начинается тогда, когда человек перестает использовать искусственный интеллект как инструмент и начинает использовать его как замену собственному мышлению. Не как молоток, а как мыслительный протез. И это становится опасным. Протез – это вообще полезная штука, но он не заменяет родную конечность. Он не способен вернуть тебе весь опыт, всю чувствительность, всю полноту движений. И с мышлением ровно та же история. Если ты перекладываешь на внешнюю систему сам процесс думания, то ты не усиливаешь себя. Ты просто постепенно начинаешь отключать свою мыслительную мускулатуру. И это уже некрасивая метафора ради драматизма. Любая функция, которую ты систематически не используешь, начинает деградировать. И это не какой-то мистический процесс. Это обычное, скучное физиологическое явление. Но ведь ИИ же умный. И вот тут начинается второй слой проблемы. Мы слишком легко называем искусственный интеллект интеллектом в том же смысле, в котором обычно говорим об интеллекте человека. Хотя по факту перед нами не маленький цифровой мудрец в коробке. Искусственный интеллект – это очень мощная система обработки и генерации информации. Очень удобная, впечатляющая, но все-таки другая по своей природе. Большая языковая модель не сидит и не думает о проблеме так, как это делает человек. Она не проживает задачу. Она не формирует волю, она не пытается докопаться до истины. Она не страдает от того, что у нее что-то не получилось. И что самое главное, она не понимает цену ошибки так, как ее понимаете вы, особенно когда ваш проект летит в мусорку. Она работает с паттернами, знаниями, вероятностями, структурами языка, с уже каким-то накопленным массивом человеческого опыта. И это очень круто, пока вы понимаете ограничения. Потому что если вы этих ограничений не понимаете, начинается магия. Человек на свой вопрос получает гладкий, уверенный, красиво оформленный, но совершенно неверный ответ и начинает путать убедительное оформление с реальным пониманием. А это уже классика. Где заканчивается ИИ и начинается человек? Есть задачи, где искусственный интеллект реально экономит часы жизни. Найти нужную информацию, помочь с черновиком, помочь найти очевидные дыры, написать за тебя какой-то кусок кода, посчитать, сопоставить, упростить и так далее. С этим он справляется прекрасно, но есть и другой тип задач. Это те задачи, когда у вас мало информации и вообще непонятно, что происходит. Когда решение не лежит на поверхности, а проблема сформулирована криво. Когда сама постановка вопроса неверная.
Ситуации, когда надо не выбирать из известных ответов, а понять, а почему ни один из известных ответов не подходит. И вот тут уже начинается территория человеческого интеллекта. Самая ценная работа – это разбираться с противоречиями и превращать нерешаемую проблему в задачу, у которой есть формальное решение. Вот это и есть сильное мышление, и искусственный интеллект за вас это не сделает. Он может помочь двигаться вашему мыслительному процессу, он может его упростить и очень сильно ускорить, но он его не заменит. Где люди роют себе яму? Самый опасный сценарий сейчас выглядит очень невинно. Сначала человек перестает мыслить в простых ситуациях, потом в средних, потом в более сложных. Сначала мы просим искусственный интеллект немного помочь, потом накидать основу, потом сделать за нас какое-то решение, а потом проверить, а правильно ли мы мыслим. А потом внезапно выясняется, что вот этого своего «я думаю» в процессе уже нет. Есть только способность выбирать между сгенерированными вариантами. И это очень коварная деградация, потому что снаружи все выглядит нормально. Код есть, прогресс есть, формулировки нужные есть. Даже есть какое-то ощущение продуктивности, а внутри потихоньку отваливается самая важная часть – способность самостоятельно выстраивать мыслительный каркас, без подсказок, без костылей, без какой-то внешней уверенной болтовни. И в этот момент человек уже не становится сильнее из-за искусственного интеллекта, он становится слабее рядом с ним, потому что инструмент растет, а оператор нет. А как же разработка игр? В геймдеве это вообще прекрасно видно. Можно попросить искусственный интеллект написать кусочек кода, расписать какую-то систему, придумать архитектурный паттерн, накидать баланс, придумать название врагов и даже помочь с написанием сценария для ролика. Иронично. А дальше начинаются важные вопросы. Ты понимаешь, почему это решение вообще появилось? Ты видишь его ограничения? Ты видишь, где оно конфликтует с твоим проектом? Ты способен понять, что здесь внешне красивая структура, но внутри кривая архитектура? Что здесь вроде бы логичный дизайн, но в итоге он сломает ритм игры. Вот где проходит граница между разработчиком, который использует искусственный интеллект, и разработчиком, которого искусственный интеллект тянет за шкирку. В первом случае ты дирижер, а во втором случае ты человек, который просто копирует готовые ответы в свой проект и надеется, что оно заработает и не развалится в итоге. Как использовать искусственный интеллект правильно? На мой взгляд, здоровая модель довольно-таки простая. Искусственный интеллект не вместо головы, он рядом с головой. Не делегирование мышления, а усиление мышления. Ты ставишь задачу сам, ты думаешь сам, формулируешь ограничения сам, сомневаешься сам, проверяешь сам и принимаешь все решения сам. А искусственный интеллект помогает тебе быстрее пройти путь там, где не нужна глубокая мыслительная борьба на каждом шаге. Он может держать в своих руках часть контекста. Он может разгрузить память, взять на себя какую-то рутину, быстро предлагать какие-то альтернативы. Может помочь заметить то, что ты пропустил. Может ускорить проход. Но штурманом все равно должен быть ты. Потому что иначе ты попадаешь в странную ситуацию, когда инструмент становится эффективнее в использовании знаний, чем ты в использовании инструмента. И тогда уже не ты управляешь процессом, а процесс управляет тобой. Что ждет разработчиков дальше? Мне кажется, что в ближайшие годы останутся не те, кто просто умеет в ИИ. Этого будет мало. На плаву останутся те, кто умеет сочетать собственное мышление с искусственным инструментарием. Те, кто умеет разбирать проблемы на части. Те, кто умеет видеть противоречия. Те, кто умеет не вестись на гладкий, но пустой ответ. И те, кто умеет использовать ИИ для ускорения, а не для внутренней капитуляции. Потому что если ты сам не умеешь мыслить, ты не сможешь эффективно пользоваться даже очень мощной умной системой. Ты не сможешь заметить ошибку, галлюцинацию, подмену задачи. Ты не заметишь, что решение вообще идет не туда. А вот если твоя голова работает хорошо, то искусственный интеллект превращается в мощнейший буст. В тот, который не заменяет тебя, а усиляет твои способности. И вот это уже совсем другой разговор. Заключение. Сегодня думать тяжело, а получить дешевый и быстрый ответ просто. И соблазн вообще не думать огромный. И именно поэтому сегодня свой родной интеллект нужно не сдавать в аренду, а прокачивать как можно быстрее и сильнее. Не отказываться от него в пользу удобного интерфейса, а наоборот, делать так, чтобы рядом с мощным инструментом стоял сильный человек. Особенно, если вы разработчик. Особенно, если вы хотите быть востребованными не только сегодня, но и тогда, когда умение писать промпты перестанет быть суперсилой. Развивайте свой интеллект, не отдавайте руль искусственному агенту. Используйте искусственный интеллект как инструмент. Сильный, полезный, офигенно удобный, но все-таки инструмент. Ну а голову, друзья, лучше держать включенной. Спасибо за просмотр. Если тема вам откликается, обязательно пишите в комментариях, как вы используете искусственный интеллект.
как усиление или уже как костыль. Мне правда интересно почитать. Не забудьте ставить лайки, подписываться на канал, включать колокольчик, вот это все. Желаю вам всего доброго. До встречи.